Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, с какими проблемами вы можете столкнуться, если вдруг захотите перенести свой шрифт, который вы нарисовали в иллюстраторе, либо в каком-нибудь другом векторном редакторе в программу FontLab, чтобы создать из нее шрифт. Допустим, вы нарисовали свой первый шрифт в иллюстраторе и хотели бы перенести его в FontLab, чтобы превратить его в настоящий шрифт. Вообще, на самом деле, существуют различные плагины к иллюстратору, которые позволяют превратить то, что вы нарисовали, в шрифт. Но это настолько бесполезная штука, что я даже говорить об этом не хочу. И сам, в принципе, я никогда не пользовался ни иллюстратором, ни этими плагинами, поэтому об этом я даже говорить здесь не буду. Но у нас есть с вами задача перенести из иллюстратора в FontLab, на этом мы и сконцентрируемся. В первую очередь вам нужно пересмотреть, если вдруг вы нашли это видео в поиске, пересмотреть предыдущие несколько уроков, посвященные округлению координат, а именно округление координат в самом FontLab, о том, как экспортируются контуры в готовый файл и как вообще происходит импорт, потому что FontLab по умолчанию растягивает контуры по высоте прописной буквы, и чтобы ваш контур не сильно деформировался, вам нужно понимать, как это настроить и как это исключить. Поэтому обязательно пересмотрите предыдущие несколько уроков, если вы оказались здесь случайно. Ну а после того, как вы их посмотрели, можно возвращаться к этому уроку, тем более записываю я его уже в самом конце, когда записал весь курс, поэтому он немножко отличается. Вы здесь в принципе видите, что шрифт, который мы с вами только начинаем рисовать, он уже здесь нарисован, потому что я использую шрифт Zasker, на основе которого и строится весь видеокурс. Вот. Так или иначе, наша задача сейчас перенести вот эти несколько букв, которые я предварительно перевел в кривые, потому что до этого я набрал их шрифтом. Вот, теперь нам нужно их перенести в FontLab. И тут у нас могут быть некоторые проблемы. Иногда вы можете столкнуться с тем, что когда вы открываете одновременно и иллюстратор, и FontLab, FontLab начинает очень сильно зависать. Такое происходит потому, что вы копируете контур в буфер обмена, и FontLab немножко как-то, видимо, некорректно их считывает, из-за этого он очень сильно зависает. Итак, мы хотим с вами перенести эти буквы в FontLab. Я уже подготовил проект, здесь сделал несколько ячеек, сейчас мы это дело сюда перенесем. И вот тут вы можете столкнуться с такой проблемой, которая иногда происходит, а иногда не происходит. Вот буквально несколько минут назад, когда я пробовал это сделать, у меня она произошла, а сейчас при записи она почему-то не происходит. И проблема такая: когда мы копируем контур из какой-нибудь векторной программы, а в первую очередь из иллюстратора, потому что большинство из вас работает в нем, FontLab начинает очень сильно тормозить. Вот прям буквально он там делает одну операцию раз в 10-15 секунд. И с этим ничего не поделаешь, поэтому у нас с вами есть несколько решений этой проблемы. Но, допустим, вот предположим, мы хотим сейчас перенести вот эти буквы. В первую очередь, что нужно понимать? Я подготовил шрифт и перевел его в кривые, и если я, допустим, копирую букву А, то здесь проблем никаких нету. Я ее вставляю, она у меня вставилась, точка с запятой жму, чтобы у меня опроши расставились, все хорошо. Она по высоте 700 юнитов, мы это видим здесь, потому что это настроено в самом проекте. Но если, допустим, я вставлю букву C, я предварительно ее сейчас скопирую, скопировал, вставил. И вот тут вроде бы все хорошо, все вставилось как надо. Но проблема в том, что вставилась она тоже высотой 700 юнитов. А нам нужно сделать так, чтобы она и сверху, и снизу на 10 юнитов выше и ниже. Почему? Потому что об этом у нас будет урок про оптическую компенсацию, либо он уже был, я точно не знаю, записываю это все в самом конце. Вот, то есть, если в вашем шрифте, например, глиф имеет какие-то выносные элементы сверху, или это, допустим, какой-нибудь глиф строчной, он тоже растянется по высоте. Можем сейчас даже проверить, но хотя, кстати, возможно, он сейчас у нас ставится как надо. Вот я сейчас вижу, что у меня здесь высота 500 юнитов, я сейчас ради интереса сделаю букву А, создам ее и добавлю. Вставилась она не сразу, не знаю, в чем проблема, но не важно. Важно то, что она у нас стала высотой в 700 юнитов. То есть ни оптической компенсации, ни учета того, что эта буква у нас строчная, а не прописная, это как бы не очень хорошо, потому что контур у нас вставился, он у нас деформировался, растянулся. В общем, это нужно учитывать при прямой вставке из иллюстратора в FontLab. То есть такой вариант нам не очень подходит. Во-первых, она не учитывает пропорции, это мы с вами разбирали в настройках импорта. А во-вторых, она иногда очень жестко начинает подтормаживать. Вот не знаю, почему сейчас это не произошло. До этого это реально было буквально там
одно действие в 10, 15, 30 секунд. И с таким я сталкивался раньше, и поэтому решил записать об этом видео. В общем, такой вариант нам не подходит. Тогда спрашивается, а как нам наименьшим образом, с наименьшим вариантом деформации перенести наш готовый шрифт, который мы уже нарисовали, в FontLab. Для этого нам понадобится скетчбук, который находится в FontLab. Ну вот это вот, во-первых, я удаляю, нам это не нужно. Оно никак не учитывает никакие особенности букв, поэтому этот вариант мы отметаем. Плюс ко всему, он вставляется сразу контуром. Это не, как мы помним, в иллюстраторе у нас дробные координаты, поэтому все мелкие детали очень красиво вставляются и не деформируются. А когда мы вставляем контуром, это сразу же вся та деформация, которая была, она уже, скажем так, фиксируется. Потому что контур растягивается и все. То есть точки становятся по целочисленным координатам при условии, разумеется, что у нас в настройках включено округление координат. Об этом мы с вами тоже говорили ранее. Вот, я обычно всегда работаю в таких условиях, поэтому все округления, они по умолчанию идут. В общем, нам нужно сюда импортировать вот этот шрифт, предположим, он готовый, здесь весь алфавит я нарисовал, и мне бы хотелось его перенести. Для этого я его сохраняю. Я его уже предварительно вот сохранил в формате иллюстратора, теперь нам его нужно импортировать. И что можно сделать в этом случае? Можно импортировать его прямо сюда, но у этого есть минус. Ну давайте попробуем. Программа спрашивает меня, нужно ли округлить или не нужно округлять те координаты, которые у нас есть. Если я нажму округлить, то они импортируются по высоте 700 юнитов, вот эти все несколько строчек. Вот это, наверное, не будет, потому что, хотя я, в принципе, сохранил, должны быть все вот эти 3 строчки. Ну, допустим, попробуем округлить, и что мы видим? Мы видим, что все вставилось в высоту 700 юнитов, все очень сильно деформировалось. Здесь, конечно, почти этого не видно, но так или иначе все точки у нас имеют целые координаты. Все очень сильно тормозит, поэтому если оно у вас сильно тормозит, нужно отключить на первое время фонд аудит и вот эти измерения кривизны. Тогда оно будет чуть пошустрее, хотя тоже достаточно сильно тормозит. В общем, вот мы вставили, это нам не подходит, потому что если я начну вот это сейчас растягивать, хотя, кстати, нет. Проблем никаких нет, оно вставилось элементом, и это хорошо. Мы выбираем элемент Tool, но опять же все очень сильно тормозит. И можем растянуть это вот сюда. В общем, нам нужно попасть в эти условные 700 юнитов. Ну, как видите, это прям что-то вообще очень плохо и трудно это происходит. В общем, такой вариант не подходит, он слишком тяжелый. Воспользуемся скетчбуком. Вот это надо удалить сейчас как-нибудь. Вот, вроде удалилось. Отлично, сохраняем пустой проект. Хотя, не знаю, все очень загрузилось и прям ничего не работает. Вот, возможно, одна из причин это то, что в иллюстраторе в буфере обмена у нас находится сейчас огромное количество кривых. То есть, если я их копирую из FontLab в FontLab, проблем никаких нету. Но если это копируется из иллюстратора, возможно, там какие-то есть проблемы именно с обработкой вот этих контуров. Допустим, я вот сейчас иллюстратора копирую, чтобы очистить буфер обмена. Вставляю, и ничего не вставляется. В общем, очень туго это все работает, так работать невозможно. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.